Зацеп? Есть. Нихуя себе! Тащи, тащи, тащи. Не. Офигеть, я вырастил. Ах, блядь, ты чё? Бля. Рыбаки, всем привет! Сегодня в видео я расскажу о некоторых товарах с Алиэкспресса, которые я заказываю уже не первый год. Они себя отлично зарекомендовали. И, так сказать, я очень часто их заказываю. И самый первый начнем, давайте с крючков. Крючки самые частые я использую для ловли на живца, это двойники. Я заказывал первый номер. Они идут в пачках по 20 штук за один заказ, и стоимость их меньше 100 рублей, в районе 90 рублей. Вот такие вот крючки, двойники. Так, сейчас фокус. Идут они из толстой, хорошей проволоки, острые. И еще какой у них плюс, они не ржавеют. До этого покупал здесь крючки. Они, то есть, 1-2 рыбалки, и у них уже появляется ржавчина. Эти крючки, то есть, свободно отходили целый сезон, и ничего, не появилось никакой ржавчины. Так что заказывайте смело. И на щуку, я считаю, нужно брать самый большой размер. Это единица. В ссылочке я все укажу под видео. Следующие крючки — это карповые. До этого я покупал здесь крючки разные карповые, но стоили они, конечно, очень дорого. Ну, эти крючки тоже не стоит сравнивать с именитыми брендами, но они достойные. Данные вот карповые крючки имеют форму банана. Сейчас я покажу. Заказывал я 6-й номер. Также еще скоро придут 4-го номера. Такой вот размер. Стоят они тоже в районе 100 рублей за 20 штук. 20 штук в пачке идет. Есть точно такие же крючки с тефлоновым покрытием. Стоят они уже дороже, но я считаю, тефлоновое покрытие, оно особо роли не играет. Поэтому переплачивать тоже не стоит. Крючки очень острые, качественные. Поэтому заказывайте. Они своих денег стоят. Следующие крючки — это вот такой набор. Также они продаются раздельно, разные размеры. Но такой набор стоит, я заказывал где-то в районе 200 рублей. Это очень дешево за такой набор. Приходит он в такой вот пачке. Тут их 300 штук. Есть также такие пачки по 500 и 200 штук. Ну, 300 штук самая оптимальная. Я заказывал с 5 по 12 номер. Здесь на крышке не указано. 12 номер пойдет для ловли карпа, к примеру. Он довольно такой размер крупный. Крючки острые. А 5 номер в сравнении с 12. 5 номер подойдет, к примеру, для ловли плотвы, карася, для живца, для щуки, так сказать. Ну, крючки отличные. Стоит очень дешево, качество просто изумительное. И набор 300 штук, их сезона на 2, на 3 точно хватит. Даже если каждую рыбалку вы будете, то есть, отрывать их. Половили рыбалку, оторвали, выкинули, привязали новый. Так, поэтому заказывайте, набор классный, очень пригодится. Еще также, что пригодится в рыбалке, это вертлюжки. Я заказывал вертлюжки сразу с карабинами. Так как, ну, пригодятся. Стоимость у них небольшая тоже за пачку. В пачке идет 50 штук. Я заказывал 6-й номер. Также заказал еще 4-й номер. Вот такой вот размер 6-й. Разрывная нагрузка идет в районе там 14 килограмм. У 4-го номера, если не ошибаюсь, 26 килограмм. То есть размер оптимальный. Карабины хорошие, прочные. Поэтому смело заказывайте. Они своих денег стоят. Даже идут очень дешево. Ну, конечно, пачки идут не все целые, а некоторые вертлюжки идут обракованные.
То есть не крутится. Ну, своих денег они стоят. Также есть наборы с разными размерами. Но так как в основном использую данные размеры, то поэтому смысла заказывать набор нету. Следующее, что я заказываю, это леску. Леска фирмы Cast King. Плетеная. Идет качество изумительное. Следующее, что я заказываю, это плетеный шнур фирмы Cast King. Я заказывал на 30 ЛБ. Это в районе 12-13 килограмм. И диаметр идет 0,25. Ну, конечно, плетеный леск, там диаметр, он будет немного отличаться. Леска очень качественная, прочная. Кольца ничего она съедать не будет. Заказывал я вот в таком зеленом цвете, темно-зеленый цвет. Там на сайте очень много ее разных расцветок. Тут идет 500 метров. И стоит она, я заказывал 550 рублей. Здесь по такой цене, такую качественную плетенку просто не найти. За 500 метров 500 рублей. Это очень-очень дешево. Также есть намотки по 300 метров и 1000 метров. Ну, 500 метров, я считаю, там хватит просто за глаза. И да, она немного красит. Но пару рыбалок, и она красить перестанет. И это, считай, никак не влияет на ее характеристики. Леска классная, плетение все ровное и очень-очень прочное. Поэтому заказывайте, всем советую. Не уступает, кстати, леске PR Pro. Следующий также хочу показать вот такие вот стяжки. Я заказывал их для удочек. Такие на велкро-липучке. Использую я их для, к примеру, вот сейчас покажу. Берем удочки. До этого есть чехол у меня для удочек большой. И я просто удочки туда складывал. Иногда сматывал их изолентой, либо скотчем бумажным. И нашел на Алиэкспрессе вот такую вот штуку. Просто берем, чтобы удочки в чехле не болтались. Так вот. И все. Удочки прочно держатся. Стянули. Они в чехле не будут болтаться, не биться друг об друга. Да даже можно так их таскать без чехла. В общем, стяжки классные. В пачке идет 10 штук. Стоят они тоже очень дешево, в районе 100 рублей. Поэтому заказывайте, ссылка будет в описании. Также еще одна вещь, очень полезная на рыбалке. Это вот такое вот полотенце. Так как ловишь рыбу, она слизь с нее, всегда руки грязные, либо прикормки насадил. И поэтому нужно полотенце, чтобы не утирать руки об штаны. На Алиэкспрессе вот есть вот такое полотенце. Оно из микрофибры. Стоит тоже очень-очень дешево. И какой у него плюс? Есть вот такой вот карабин. Конечно, можно взять свое полотенце, прикрепить к нему карабин. Поэтому как вам удобней. Берем карабин, цепляем за пояс. И все. Оно у нас всегда под рукой. Поймали рыбу. Там, хоп, вытрали руки. Очень приятный на ощупь. Поэтому заказывайте, либо просто купите карабин, прикрепите его к домашнему полотенцу, и все. На рыбалке полотенце у вас под рукой. И не надо будет вытирать руки о штаны. Еще один хочу показать незаменимый, так сказать, аксессуар для рыбалки, особенно ночной. Это фонарик. Заказывал я, искал фонарик, который будет легкий. До этого у меня был вот такой вот фонарь. Он тоже светит очень классно, но он очень громоздкий. Тут вот идет отсек для 2 аккумуляторов. И также тут очень сделана хреновая зарядка. Зарядка идет, причем не микро-USB, а какая-то непонятная. Как раньше были телефоны, вот там точно такая же, тут идет зарядка. И также тут есть зум. Все регулируется. Фонарик бьет очень хорошо. Диод стоит Т6, линзованный. Вещь, конечно, удобная, так сказать, по свету.
но неудобная на голове. К примеру, если вы хотите на рыбалке там прилечь, поспать и не снимать его, то задний отсек будет вам мешаться. Поэтому я нашел вот такой вот фонарь. Он уже идет с одной резинкой. Фирма, если не ошибаюсь, у нее называется Баруит. Он идет корпус алюминиевый. Крепится вот в таких вот пластиковых держателях. То есть мы можем его снять, к примеру, поставить на стол. Включили его, он будет светить. Захотели, обратно вставили. Вот так. Он еще плюс идет водонепроницаемый. И есть 3 модификации. Линзованный, не линзованный и с 2 диодами. Я взял самый оптимальный линзованный с 1 диодом. Так как с 2 диодами он светит точно так же. Диод уже идет L2. Очень яркий. Свет рассеивает очень хорошо. И за счет линзы есть также регулировка. То есть поворотом идет регулировка. Конечно, он не дает очень сильной фокусировки точки, но свет рассеивает изумительно. Также тут идет встроенная зарядка. С индикатором заряда. Тут стоит диод, и когда батарейка аккумуляторная полностью зарядилась, он начинает гореть зеленым цветом, а при зарядке красным. И также еще плюс, тут стоит защита от перезаряда. Поэтому поставили на зарядку и забыли. Зарядник идет микро-USB, то есть на рыбалку взяли один шнур, можно им заряжать от повербанка, и телефон, и данный фонарик. Не надо брать с собой кучу шнуров, к примеру, как вот для данного фонаря. Здесь стоят кольца-уплотнители, то есть под воду его опускаем, ему ничего не будет в дождик, вообще изумительно. Так что намочить его нефиг бояться. Также еще плюс здесь стоят ребра охлаждения для аккумулятора. И аккумулятор ставится стандартный, 18650. Кстати, на аккумулятор я тоже ссылочку оставлю. Это идет реплика Panasonic. Стоят они тоже дешево для их объема. Объем у них идет где-то 3200 мАч. Данный фонарь, то есть мы включаем раз, нужно посветлее еще раз и отключается. Фонарь классный, берите с линзой, так как он универсальный, линза лучше рассеивает. Если, например, мы тащим рыбу издалека, просто сделали, вот так выкрутили, луч уже чуть будет сфокусирование и бить дальше. Подтащили рыбу, пару оборотов, он светит уже большим кругом у берега. Как раз, чтобы было видно, чтобы правильно завести рыбу, так сказать, в сачок. Регулируется он поворотами, сидит, то есть все плотно. К примеру, даже мы, когда он не нужен, просто сняли его, свернули, закинули в карман. Этот фонарь уже в кармане будет таскать неудобней. Он почти в 3 раза больше данного фонаря. Также есть еще, хотел посоветовать, вот такой фонарь. Стоит он в 3-4 раза дешевле данного. И причем ему не уступает ни в чем. Бьет он намного дальше. Тут уже идет 3 диода. Есть Т6, L2 и В6. Что В6, что Т6, разницы особо нет. Кроме того, что В6 стоит в 2 раза дороже. Но светит он, дает свет немного теплого оттенка. Поэтому переплачивать, я считаю, не стоит. Берите Т6. Тут также используется аккумулятор. Тут уже без выпуклого плюсового контакта. По сравнению вот с такими аккумуляторами. Здесь литокаловский идет. Но тоже реплика с Panasonic. Здесь уже такие Panasonic. Но тоже реплика. Вставляем. Этот фонарь бьет почти на полкилометра, когда идет максимальная фокусировка. Светит очень ярко, тоже абсолютно водонепроницаемый. Такой сейчас в России продается где-то 900 рублей, идет в районе, его рекламируют по телевизору, называют его Феникс. Вот диод V6. Берите с Т6, поэтому переплачивать за V6, я считаю, не стоит. Светят они почти одинаково, но разве что еще V6 он поменьше энергии будет тратить. Здесь идет стеклянная линза.
Кстати, заказывайте именно оттуда, откуда я дам ссылку, потому что некоторые отправляют фонари с пластиковой линзой. Со стеклом, конечно, будет получше. Также линза закреплена. У некоторых продавцов идет линза, она может вылетать, и поэтому фокусировка теряется. А именно то, что он качественный, идет вот эта надпись. У некоторых продавцов тут просто идет такая бесцветная. То есть желтого цвета окантовка и все. Тут уже набит их сайт. То есть качественное все. На рыбалке нам понадобится один шнур с микро-USB и powerbank. Вставляем. Откручиваем. Так, батарейку я вытащил. Вставили. Откручиваем с другой стороны. И вставляем микро-USB. Диод показывает то, что пошла зарядка. Как батарейка полностью зарядится, аккумулятор, то будет гореть уже зеленым цветом. И зарядка уже отключится, так как тут стоит защита. Как я уже говорил, стоит защита от перезаряда. Поэтому загубить аккумулятор, тут аккумулятор, короче, ничего не будет. Смело поставили он зарядку и забыли. Пришли, гореть зеленым, отключили. Отключаем, закручиваем и все. И по поводу также его водонепроницаемости, читал в комментариях то, что все боятся брать линзованный, так как он будет пропускать воду. Да ни хрена он ничего не будет пропускать. Включили. Все. Так он у меня стоял 2 часа, нигде ничего не пропустил. Потому что здесь все сделано герметично. А дождя он точно не боится, даже если на пруду вы его уроните в воду, ему ничего не будет. Да можно даже его использовать, наверное, в подводной охоте. Нет, конечно, для подводной охоты лучше использовать вот такой вот фонарь. Так как луч у него более сфокусированный. Почему бояться? Так что из-за вот такой регулировки. Здесь тоже все уплотнено. Опускаем воду. Все, данному фонарю нет ничего. Поэтому с ним можно купаться, под водой светить. У кого есть подводная камера, привязал его к камере, опустил под воду, все. Фонарь изумительный, абсолютно водонепроницаемый. Поэтому заказывайте именно с линзой, потому что светит намного лучше, чем не линзованный. Не линзованный, там стоит обычное стекло. А так диоды у всех 3 моделей одинаковые. Лучше взять с линзой. Лично мой вам совет. Стоит он на 10 рублей дороже, который без линзы. Может, на 20. Но не в этом суть. Заказывайте все эти товары в предстоящем сезоне. Как раз если сейчас их заказать, то к лету большинство из них уже придет. Фонари классные, крючки тоже классные. И леска. Все заказывайте. Тут такое стоит намного дороже. А это, как говорится, расходники, которые... При такой цене их просто будет не жалко потерять. Ну, конечно, кроме фонарей. Фонари уже стоят подороже по сравнению с крючками. Ну и все, рыбаки. Если понравилось данное видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся уже на летней рыбалке. Всем пока!